Атака на очередной нефтепровод. Будет ли в Москве бензин по талонам? Удар, откуда не ждали. Россия потеряла еще 3 генералов. Коктейль Молотова и не только. Нападение на силовиков в центре российской столицы. Старые преступления не забыты. Умер киллер Александра Лукашенко. Закулисное давление. Еще один друг Путина может выйти из игры. Си Цзиньпинь боится путча. В КНР расстреливают чиновников и убирают генералов. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Очередной удар по энергетическому сектору страны-агрессора. На этот раз под Рязанью. Тут взорван магистральный нефтепровод, принадлежащий Транснефти. Об операции сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, нефтепровод является одним из ключевых источников топлива для Москвы, и взрыв временно остановил его транспортировку. Очевидцы из поселка Божатково сообщили о сильном хлопке, после которого вспыхнул пожар в поле. Это всего в 180 километрах от столицы России, а протяженность нефтепровода 197 километров. Пропускная способность нефтепровода более 5 миллионов тонн топлива в год. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, а представители Транснефти начали оценку убытков. Нефтепровод используется для доставки бензина и другой продукции с Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Москву и область. Сам НПЗ уже не раз становился целью атак дронов, после которых завод временно останавливал работу. Эксперты отмечают, что инцидент под Рязанью может существенно осложнить снабжение столичного региона нефтепродуктами, вызывая рост напряжения внутри страны-агрессора и возможное удорожание топлива. Военные расходы России по итогам первого полугодия 2025 года установили новый абсолютный рекорд – почти 8,5 триллионов рублей. К таким выводам пришел научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге на основании данных Минфина РФ. Затраты Кремля на армию и производство оружия увеличились на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а по сравнению с январем-июнем 2023 почти вдвое. Если же сравнивать с первым годом полномасштабной агрессии, втрое следует из расчетов Клюге. В среднем так называемое СВО теперь съедает почти 1,5 триллиона рублей в месяц или почти 47 миллиардов рублей в день. Эта сумма превышает годовые бюджеты Калмыкии, Карачаево-Черкесии или, например, Республики Алтай. А тут еще и ключевые министры пришли к Путину доложить о снижении запланированного роста ВВП почти в 2 раза. Лица гостей и хозяина говорили сами за себя, несмотря на бодрый голос Антона Силуанова. Но несмотря на все это, Владимир Путин не хочет или уже не может остановиться. Его пресс-секретарь Песков не смог назвать даже дату очередной встречи контактной группы, не говоря уже о переговорах лично с Зеленским. Годами никто не мог повлиять на Виктора Орбана, сменить его антиукраинскую позицию, но, похоже, наконец нашелся тот, кто способен приструнить премьера Венгрии. Другу Путина позвонил влиятельный абонент, к которому Орбан вряд ли сможет не прислушаться. Как пишет Политика, это президент Соединенных Штатов. По данным издания, Дональд Трамп звонил Орбану, чтобы уговорить его снять вето на вступление Украины в ЕС. В свою очередь, Bloomberg пишет, что с просьбой к Трампу повлиять на Орбана обратились европейские политики. Как утверждают дипломатические источники Политика, аргументы Трампа подействовали. Каким образом хозяин Белого дома повлиял на венгерского премьера, не уточняется. Сам Орбан публично эту информацию не комментировал. Ранее он неоднократно выступал против членства Украины, утверждая, что страна не готова к вступлению, у нее нет четких границ, а ее интеграция приведет к войне ЕС с Россией. В
Взрывной инцидент в Москве. 26-летний мужчина бросил коктейль Молотова в полицейскую машину, а затем напал на силовиков с ножом. Нападение произошло в районе Щелковского шоссе, где, по версии следствия, мужчина сначала атаковал автомобили, принадлежащие полиции, а затем, не останавливаясь, пошел в атаку с ножом, пытаясь нанести серьезные травмы людям в форме. Мужчина был задержан, но не без усилий. По шоссе за ним гнались несколько человек в форме и в гражданской одежде. Властям не удалось скрыть мотив нападения, а он политический. По информации телеграм-канала «База», мужчина, гражданин Таджикистана, признался, что его не устраивает отношение к мусульманам в российских тюрьмах, что и стало для него катализатором агрессии. Россия лишилась 3 генералов. В этот раз речь идет о высокопоставленных офицерах не Министерства обороны, а Министерства внутренних дел. ГУР или СБУ ни при чем. Шишек из МВД обезвредили другие российские силовики за взятки. Все 3 занимали высокие посты в Санкт-Петербурге, но судили их в Москве. Ивана Абакумова, Алексея Семенова и их бывшего начальника Сергея Умнова не только приговорили к срокам, превышающим 10 лет, но и лишили званий. Умнов на момент ареста был помощником министра внутренних дел. Кстати, может, этот процесс своеобразный привет господину Колокольцеву. Не будем вас грузить подробностями дела, но интересно то, что постановили конфисковать у бывших полицейских шишек. Сумма по нынешним временам смешная – 11 миллионов рублей, но среди роликсов и других дорогих аксессуаров у осужденных нашли кинжал и саблю времен Третьего рейха, а также обмундирование офицеров СС и Люфтваффе. Ну, а что еще хранить в шкафах настоящим русским офицерам? Современный Китай выглядит гораздо более респектабельно, чем во времена культурной революции, но за этой ширмой скрываются не менее брутальные методы. Си Цзиньпин проводит крупнейшую чистку в армии со времен Мао Цзэдуна, пишет Bloomberg. С момента своего 3-го избрания в 2023 году в нарушение партийной традиции товарищ Си начал масштабные репрессии в рядах Народно-освободительной армии Китая. 18% генералов, которых генсек сам же и продвигал на высокие должности, оказались под следствием, исчезли или умерли. Эти процессы ставят перед миром важный вопрос: что за этим стоит? Боязнь заговоров или понимание, что китайская армия недостаточно сильна даже для нападения на маленький, но гордый Тайвань? Но если с неугодными генералами в КНР расправляются потихоньку, то с гражданскими чиновниками не цацкаются. В суде Гуйлиня прозвучал громкий приговор бывшего заместителя председателя Постоянного комитета Народного собрания провинции Хайнань Лю Синтая приговорили к смертной казни. Ему инкриминировали получение взяток на впечатляющую сумму, эквивалентную 44 миллионам долларов. Суд установил, что с 2003 по 2024 год чиновник систематически использовал свои руководящие посты в провинциях Шаньдун и Хайнань для выдачи государственных контрактов, продвижения карьеры и выделения бюджетных средств. Взамен товарищ получал крупные взятки напрямую и через посредников. Процесс был публичным, и власти хотели показать населению, что борются с коррупцией, хотя скорее показали настоящие механизмы режима, который до сих пор принято называть коммунистическим. В ноябре 2024 года смертный приговор был вынесен экс-заместителю председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания провинции Гуандун Чэнь Цзэсину. Тоже за взятки, и сумма тоже солидная – 38 миллионов долларов США. Но это копейки по сравнению с тем, что прикарманивают члены ЦК. 10 лет назад был осужден руководитель китайских спецслужб Чжоу Юнкан. У этого пламенного коммуниста изъяли активов на сумму, превышающую 14,5 миллиардов долларов. Умер один из киллеров, которые похищали и убивали оппонентов Александра Лукашенко. Речь о Владимире Будько, бывшем командире группы специального отряда быстрого реагирования. О его роли в ликвидации лидеров оппозиции рассказал его коллега, экс-боец СОБРа Юрий Горавский. Несколько лет назад своими признаниями он подтвердил и дополнил версии журналистов и правозащитников о трагических событиях 1999 года. Тогда в течение нескольких месяцев без
бесследно исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центра избиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский. Горавский рассказал, что Будько лично принимал участие в похищениях и убийствах, а также уничтожении следов преступлений. Именно он вместе с водителем БТР на следующий день после убийства Гончара и Красовского загнали в яму джип бизнесмена, раздавили его и закопали на проселочной дороге. После зачистки 1999 года Лукашенко в 2001 уже не имел на выборах сильных конкурентов, а Будько тогда же попытался заняться рэкетом и вылетел из органов, получив срок. Умер бывший киллер в возрасте 50 лет от тяжелой и продолжительной болезни. Азербайджан в советское время был оккупирован. Такое заявление сделал Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунги звучали как «фабрики и заводы рабочим», «земля крестьянам», «свобода народам». Мы создали собственное государство, но большевики его отняли. Президент отметил, что после распада Российской империи была создана Азербайджанская демократическая республика, но ее существование оказалось недолгим. В 1920 году Российская Красная Армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Правильные слова, которые, правда, странно слышать именно из уст президента Алиева, чей отец Гейдар в СССР был не диссидентом, а занимал самые высокие посты, в том числе руководителя местного КГБ, первого секретаря ЦК Республики и члена Политбюро КПСС. С тех пор из советской оккупации Азербайджан вырваться смог, а вот уйти из рук династии Алиевых уже нет. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.